Друзья, это четвертая попытка снять видео, потому что сегодня очень жарко, у меня камера перегревается. У меня было в планах вообще показать вам окрестности, пройти вокруг и показать вам улицы, но, к сожалению, отказывается вообще работать камера, ни в какую выключается и все. Поэтому я недалеко от своего дома, вот мой очередное место жительства, и снимаю здесь в кустах, не знаю, как получится. Друзья, мне есть что вам рассказать, потому что первый раз я съездила в общину к коренным жителям. Наша клиника, которая располагается в Элис Спрингс, мы обслуживаем аборигенные такие общины, в которых достаточно много животных, и собак, и кошек, и они не могут приехать в город, не могут приехать лечить своих животных в городе, и мы ездим, обслуживаем их, можно сказать, на дому. Прежде чем окунуться в свой опыт, я хотела бы вам просто объяснить, сколько аборигенов, сколько коренных жителей групп здесь в Австралии вообще живет, и на скольких языках они вообще говорят, и как это отражается на нашей работе, то есть вот приехав в такую общину. Знали ли вы когда-нибудь, что на самом деле до того, как европейцы пришли в Австралию, здесь существовало 250 различных языков у коренных жителей? Давайте посмотрим на карту Австралии, как выглядела карта до прихода европейцев. Разным цветом здесь все обозначены разные языковые группы, разные группы коренного населения. Вот это центральная часть, народ Аренда. Это как раз где я живу, и я рассказывала в предыдущих своих видео. А вот это все разным другим цветом, разноцветный, это все разные группы народов и разные языки, которые друг друга не понимают. На 2016 год считается, что осталось 120 языков, ну а в 2019 вообще 90% языков под угрозой исчезновения. Когда уже европейцы пришли, то появился такой язык креольский. Креольский язык, ну, вы знаете, такой суржик. В общем, это такой испорченный, говорят, английский. Итак, подведу итог. Креольский язык в Австралии – это такой язык на основе английского, распространенный среди аборигенных сообществ северной территории. Это где как раз я живу, Западной Австралии и Квинсленда. И он умеет упрощенную такую грамматику, заимствование из аборигенных языков, является первым языком вообще для тысяч людей. Вообще отличается также креол по разным регионам. И есть вариации в произношении, словах, влиянии местных языков. Это тоже такой момент. Ну а теперь давайте вернемся к моему рассказу. То есть у нас у каждого есть в клинике расписание, когда мы ездим в общины. Общины разные. Вот эта община, куда я ездила, это всего лишь час езды от Элис Спрингс. Есть общины, которые находятся 600-700 километров от Элис Спрингс. И обычно врач и ветеринарный ассистент в паре садятся на автомобиль. Автомобиль должен быть абсолютно точно надежный. Если вдруг где-то остановиться в середине пустыни и машина там сломалась или колесо прокололи, то, конечно, нужно уметь и поменять колесо. Я, кстати, буду проходить обучение на следующей неделе, как менять колесо и вообще, как себя вести в такой ситуации. Да? На всякий случай скажу сразу, от машины нельзя отходить ни в коем случае. То есть надо оставаться рядом с автомобилем. Наша задача, приехав в такую общину, предложить помощь по лечению животных. Первое – это сделать обработку от внешних паразитов, от наружных, да, спрей. Потом сделать инъекцию от внутренних паразитов, это от глистов, и еще от чесотки эта инъекция помогает. Третье – предложить стерилизацию или кастрацию животным и сделать эту кастрацию, стерилизацию. То есть мы практически в военно-полевых условиях раскладываем вот так вот. Либо на заднем дворе где-нибудь в тени, то есть мы ищем тень, либо же на автомобиле, то есть у нас такой ют, где мы просто практически в фургоне вот так вот оперируем. Было такое, что мы оперировали, у нас было 5-6 собак, и вот так они все лежали, восстанавливались после наркоза.
Значит, дальше вакцинация. Мы предлагаем вакцинацию. И, ну, если какие-то серьезные заболевания, серьезные такие, которые не совместимы с жизнью, то усыпление. Здесь я бы хотела вам немножечко рассказать историю. Дело в том, что вообще не так давно еще аборигенов животных усыпляли без разрешения. Конечно, большая у них такая популяция вообще собак и кошек, ну, и сейчас остается достаточно большая, но раньше даже не спрашивали разрешения на усыпление. А сейчас так нельзя делать ни в коем случае. И доверие подорвано тоже. То есть мы являемся такими людьми, как бы, которым тоже доверия такого нет стопроцентного. В общине очень много животных. Собаки, кошки. И это не редкость, если ты приходишь в какой-нибудь дом, а там оказывается 10, например, собак. Мы обычно держимся вместе с врачом, то есть как напарник. Я реально себя чувствовала после вот своего первого такого опыта приезда в эту общину, я чувствовала себя, как будто бы я герой какого-то блокбастера. Потому что у нас в руках спреи, которыми мы обрабатываем от паразитов. Мы заходим с врачом, мы должны как бы быть рядом, потому что, ну, так мы кажемся большей группой, и неизвестно, как животные, как собаки отреагируют на то, что если, например, мы зашли на территорию. То есть мы заходим на территорию за забор, до того, чтобы дойти пока до двери, нам нужно протиснуться между этих собак, которые обычно достаточно крупные. То есть мы держим этот спрей, который является и лечением, и в то же время для нас как газовый баллон, потому что, конечно, если в лицо прыснуть, то он достаточно едкий. И для нас это как оборона. То есть мы потихонечку продвигаемся к двери, чтобы постучать туда и сказать, что мы здравствуйте, мы ветеринарные врачи, ветмоп называемся. Ветмоп – это значит такая ветеринарная команда. И предлагаем помощь. Есть люди, которые достаточно легко соглашаются, то есть говорят, да, нет проблем, давайте вакцинируем, давайте поддержим. Ну, а есть, конечно, которые вообще нас игнорируют, и наверное, есть на то причины такие, то есть бывают ситуации, например, мы постучались в дом, выходят оттуда люди, проходят мимо нас, как будто мы не существуем вообще, как будто бы мы какие-то привидения. Но такие тоже ситуации есть. И достаточно часто тоже встречались. Вот. Но, вы знаете, дело в том, что вообще, конечно, для ветеринарного врача при такой вот поездке к аборигенам достаточно много сложностей, трудностей таких. Дело в том, что, ну, во-первых, подмоченная репутация. Поэтому, конечно, когда мы предлагаем какую-то помощь, то на нас смотрят очень так подозрительно, потому что уже доверия нету. Дальше второй момент – это недопонимание друг друга. Несмотря на то, что говорят некоторые на креольском, да, на таком, ну, этот микс, который английского и аборигенского языка, то все равно бывает совершенно, то есть зависит от общины, куда ты приехал, и он совершенно может разное значить. Собака может совершенно по-разному как бы называться, да. Или, например, тоже бывает так, что спрашивают, ну хорошо, что вы хотите? Вы хотите там, например, как бы, ну, какое-нибудь тяжелое животное там усыпить, да? Они говорят, да, например. Но это совершенно не означает, что это действительно да. То есть тебе нужно переспросить разными путями, чтобы точно убедиться, что как бы владелец хочет там усыпить или кастрировать животное. То есть это на самом деле действительно сложно, приходится много раз повторять разными путями, показывать, рассказывать, переспрашивать. Мы еще предлагаем медикаментозную такую кастрацию, да, то есть когда мы вводим препарат, и собака не может там забеременеть в течение 6 месяцев, например. Как бы у нас есть специальный такой язык, как мы это объясняем. То есть если они говорят, нет, нет, мы не хотим ни кастрацию, ни стерилизацию, то мы вот как мы объясняем, как бы, ну хорошо, хотите, чтобы она 6 месяцев у вас отдохнула, например,
То есть, ну, это такой специальный кодовый язык для того, чтобы предложить свои услуги. Также есть сложности, например, в зависимости от общины, куда мы приезжаем. Если там какое-либо тотемное животное, то есть такое животное, которое является для них святым, спиритуальным. Эти тотемы связывают людей с природой, предками и временем сновидений. А тотем может определять правила поведения, пищевое табу, и, конечно, для нас это играет роль, потому что если собака является тотемным животным, то здесь много различных табу и также различных ну, суеверий в том числе тоже много, что влияет на нашу работу. В какой-то общине болели дети, а потом заболели собаки, а дети выздоровели. И получается, что в этой общине закрепилось такое ну, убеждение, что если собаки больные, тогда дети здоровые. И им как бы выгодно держать собак больных. Тогда дети будут здоровы. Вообще, конечно, вот то, что я вам говорила в предыдущих видео по поводу времени сновидений, это по сей день живо. Знаете, такая смесь современной жизни, да, и той самой, не знаю, какой-то древности, потому что они до сих пор живут в этом времени сновидений, верят в то, что создали там, не знаю, ландшафт гусеницы или там собаки или там кенгуру. Ну, в общем, в зависимости от того, в каком месте живут аборигены. Животные. Животные в таких общинах, конечно, разные. Вы знаете, есть очень добрые, есть такие покладистые вообще собаки и кошки, что просто невероятно. Я таких вот покладистых не видела вообще никогда в своей жизни. Они на тебя смотрят так преданно, что ну, сложно устоять, не взять такую собаку, например, себе. Ну, есть, конечно, очень напуганные, которые стараются где-нибудь там спрятаться, либо же агрессивно себя ведут, ну, из-за того, что они просто не доверяют. И вообще белые люди, собаки, сразу напрягаются на белых людей. То есть такие нас предупреждали, что собаки такие белые расисты. Вот. Но это действительно так. То есть мы немножечко так напрягаем животных своим появлением. В общем, попытка номер 6. Телефон у меня снова отказался работать. Жара невероятная. То теперь были проблемы со звуком, то есть не только камера отключилась. В общем, придется заканчивать мое видео. Я с большим удовольствием для вас сегодня сняла видео. К сожалению, я не располагаю таким, конечно, количеством времени, чтобы делать попытки все больше и больше. Вот познакомьтесь, вот такой у меня теперь есть. Ой-ой-ой, со мной друг живет, который пихается, толкается. А вот эту девушку зовут Павлова, представляете? Они так называют. Я когда-то рассказывала видео про десерт, про новозеландский Павлова. Вот так они называют австралийцы и новозеландцы Павлову, Анну Павлову. И вот эту собаку зовут Павлова. Я все время говорю, она не Павлова, она Павлова. Я желаю вам всего самого хорошего. И если у вас сейчас прохладно, то радуйтесь. Это прекрасно, когда прохладно. Помните, что есть пустыня, и там невероятно жарко. Так что вот. Я желаю вам хорошо провести выходной и вам прекрасной недели. Всем самого доброго и до следующих встреч. Надеюсь, в следующий раз у меня получится все гораздо более гладко. Счастливо. Пока. Покажитесь вдвоем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это моя шляпа, между прочим.